Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку по многочисленным просьбам шифоновый ванильный бисквит размером с противень, то есть огромный, 30 на 40 сантиметров. Выпекать я его буду буквально полчаса. Замешивать тесто буду ручным миксером. Здесь у меня раздвижная форма без дна, которую можно расставлять на большие размеры. Продается во всех кондитерских магазинах такая форма. Вот смотрите. Малая сторона у него 30 сантиметров в длину, а большая 40. Убираю пока, и духовка уже разогревается у меня. 10 яиц среднего размера по 50 грамм весом. Яйца комнатной температуры. Туда же я отправляю 2 пакетика ванильного сахара, 2 щепотки соли. И начинаю взбивать, примерно где-то минуту взбиваю. И постепенно добавляю туда 500 грамм сахара. И после введения всего сахара я взбиваю примерно 4-5 минут. Все это делается очень быстро. Больше взбивать нету смысла. Вот такая масса должна в итоге получиться. Сейчас я добавляю туда 250 миллилитров молока комнатной температуры. Можете даже слегка теплое молоко брать. И 250 грамм растительного масла без запаха. У меня подсолнечное. И все это просто перемешиваю до однородности миксером. Ничего больше взбивать здесь не нужно. Вот такая в итоге жидкая смесь должна получиться. Я туда просеиваю сейчас 650 грамм муки и 30 грамм разрыхлителя. Если у вас разрыхлитель сильный, мощный такой, вы можете брать 25 грамм, но не меньше. У меня разрыхлитель такой обычный, поэтому я беру 30 грамм. Сейчас я все это просто прорабатываю миксером до однородности. Ничего лопаткой я здесь не перемешиваю. Тесто готово. Вот такое жидкое оно должно в итоге получиться. Это нормально. Теперь переливаю все это в подготовленную форму. Духовка уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекаю я это в моей духовке 30 минут. Режим вверх-вниз без конвекции на среднем уровне. Итак, бисквит у меня испекся, прошло 30 минут, он еще очень горячий. Как только я могу дотрагиваться до формы, я сразу же вырезаю бисквит из формы. Снимаю форму и сразу переворачиваю бисквит на решетку. Сейчас он отлежится и будет совершенно ровным. Снимаю всю фольгу. И вот такой корж у меня прекрасный, мягкий, очень влажный и очень-очень вкусный, который не требует абсолютно пропитки, получился. Сразу же можно собирать с ним торт. То есть очень быстрый бисквит, с которым сразу можно работать. Сейчас переворачиваю его, разрезаю напополам и разрежу его на 4 коржа размером 20 на 30 сантиметров, которые идеально подойдут для торта размером А4. Очень удобно сразу положить сахарную картинку на такой торт, украсить бока подтеками, там, ягодами или еще чем-то, и сразу готовый у вас тортик. И смотрите, вот так идеально ровно, еще практически в теплом виде он нарезается. Я разрезала его на 4 очень ровных коржа, которые сразу готовы к работе, они не требуют отдыха. С ними также можете сразу же собирать торт. Я покажу сейчас, как я убираю такие коржи в холодильник. Их можно хранить пару дней в холодильнике, и также пару недель можно хранить в морозилке. Коржи я заворачиваю в пакет для пищевых продуктов, потому что коржи такого размера трудно завернуть в пищевую пленку, и лучше пользоваться пакетами для пищевых продуктов. Смотрим, чтобы никаких щелей у нас не оставалось здесь, и при надобности даже закрываем их скотчем, чтобы посторонние запахи из морозилки не попали к коржам.
И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.